Всем привет! Однажды мне написали люди и рассказали одну интересную историю. Но дело в том, что они живут в закрытом городе. Что это значит? Есть так называемое ЗАТО, это закрытое административно-территориальное образование. Это поселки либо города, в которых находится опасное промышленное либо военное предприятие. Просто так попасть туда невозможно, они обнесены колючкой, там вооруженная охрана, и пройти туда можно только через КПП, если у тебя есть пропуск. Пропуск можно выписать в двух случаях. Если у тебя есть родственники, и они делают на тебя пропуск по какой-то уважительной причине, либо если ты едешь туда на работу, и работодатель выписывает тебе пропуск. Соответственно, человека, который заезжает, проверяют, и если он чист перед законом, то въезд ему разрешен. Я поехал в этот город по работе, и у меня был пропуск на 2 суток. Соответственно, это 2 дня и между ними ночь. И я решил эту ночь использовать для того, чтобы расследовать это интересное паранормальное событие. Я еду в закрытый город, в котором есть заброшенная школа космонавтики. Это несколько зданий, которые окружены лесом. Место, куда мы направляемся, находится примерно в 5,5 километрах от города. И пока мы едем, я расскажу о школе. В конце 80-х годов была создана физико-математическая школа-интернат с космической специализацией. Для ее создания выкупили местную базу отдыха. В школе учились одаренные дети. Профессора ведущих вузов приезжали сюда читать лекции. Преподавали иностранные языки – английский, немецкий, японский и китайский. С лекциями также приезжали космонавты. Школа просуществовала 10 лет. Потом грянул кризис, и ее перенесли в другой город. В 2016 году случился пожар, после которого комплекс зданий оказался брошен. Мы почти приехали. Школа – это несколько зданий, которые расположены вокруг небольшого водоема. Для удобства я буду называть его озером. И сейчас мы направляемся прямо к нему. История начинается именно с этого озера. Сюда люди приезжают отдыхать, здесь стоят столики, можно жечь костер, рядом озеро, можно жарить шашлыки, слушать громко музыку, никому не мешаешь, находишься в лесу. И вот сюда приехала компания ребят, парни и девчонки, и стали они там отдыхать, соответственно, жарить шашлыки, выпивать. И один из парней, его зовут Алексей, пошел по нужде в лес. Ушел, нету его, нету, и через некоторое время его хватились. А где Леха? Леха, куда он пропал? Стали его кричать: Леха, Леха, Лехи нету. Что делать? Надо его искать. Подумали, что он, возможно, ушел к машинам, которые стояли возле административного здания на въезде. Там несколько машин они оставили. Значит, часть ребят пошла туда, за Лехой. Часть стала ходить по дороге и кричать там ему: Леха, Леха, где-то в лесу, может, заблудился. Значит, а часть людей осталась возле костра, возле вот этого озера. Значит, 3 группы, соответственно, его ищут, а Лехи нигде нет. Что произошло дальше? Те люди, которые остались у озера, неожиданно услышали всплеск. С фонарями они пошли на этот всплеск и увидели там человека, который лежит в воде, там, можно сказать, барахтается. Головой вниз туда, ноги торчат наружу. Они за ноги его вытащили, это и был пропавший Леха. Леха был не в себе. Они собрались и отвезли его в город. На следующий день, когда Леха пришел в себя, он смог пояснить следующее, что когда он пошел в лес, он там закурил сигаретку, пошел, что-то там по своим мыслям думал, и немножко он заплутал. Ходил и вышел к зданию. Заброшенное здание, один из корпусов, которые там на территории есть. Вышел он к этому зданию и услышал свист. Услышал свист, и он подумал, что кто-то из своих над ним шутит и там посвистывает, решил его напугать. Но он начал смеяться там, соответственно, и начал искать этого свистуна. Зашел он в это здание, там бродил, свист то там раздастся, то с одной стороны, то с другой. Леха за ним, значит, ходил за этим свистом. И в один определенный момент, значит, никакого человека он найти там не мог, кто свистел. В определенный момент ему стало плохо. Неожиданно он почувствовал, что ему стало плохо, на него что-то как будто навалилось, и как будто он говорит, как будто он был весь в грязи.
Он оттуда побежал, не знаю, как он там бежал, куда, неизвестно, что там с ним происходило. Короче, бежал он по лесу и выбежал он к озеру. У него было четкое желание, что нужно смыть эту грязь, и он нырнул прямо в озеро. Вот, Леха думал, что смывает эту грязь, на самом деле он просто топился. Если бы люди его не вытащили, он бы там утонул, потому что он нырнул прямо туда головой, торчали только ноги. Вот, люди его вытащили и спасли ему этим самым жизнь. Так вот, Леха услышал свист, некто или нечто насвистывало, водило его по этой заброшке, по этому зданию. Он там бродил, потом ему стало плохо. Я хотел пообщаться с этим Лехой, но оказалось, что после этого случая он устроился вахтовым методом где-то на севера работать, уехал и в город больше не возвращался. Вот, на связь выйти с ним не удалось, а очень хотелось услышать историю из его уст, что же там все-таки с ним происходило. Но так как это невозможно, то, соответственно, я сейчас буду проводить расследование, и сначала мне нужно выяснить, где же именно бродил Леха, в каком корпусе он услышал вот эти паранормальные звуки, вот этот свист, который его там заморочил. И сейчас мне нужно выяснить, в каком же корпусе это было. Теперь нужно посмотреть карту, чтобы понять, какие здания здесь находятся. Объект номер 1, скорее всего, это административный корпус, потому что он находится на самом въезде, двухэтажное небольшое здание. Объект номер 2. Скорее всего, либо это хозяйственный корпус, либо здесь было какое-то производство. Объект номер 3 – это жилой корпус, в котором жили ученики. Объект номер 4. Скорее всего, это тоже хозяйственный корпус, потому что рядом находилось деревянное учебное здание, которое сгорело. И примерно посередине находится озеро. Действовать я решил по стандартной схеме. Пока день и светло, я смотрю все здания на предмет того, что там есть интересного, необычного и опасного. Итак, давайте прикинем, какие вообще здесь расстояния. От въезда до озера примерно 400 метров, до объекта номер 3 500 метров, то есть полкилометра, и до объекта номер 4, самое дальнее здание, примерно 840 метров, ну почти километр. Итак, мы видим, что расстояния здесь достаточно большие, и если от озера ночью зайти в лес, то можно с легкостью потеряться. Итак, идем на осмотр первого здания. Так, коридоры длинные. Тут разруха полная, конечно. Ого, вот эта стена, как будто в нее из автомата стреляли очередями. Офигеть. Так, какая-то краска. Че там, подвальчики есть? Ага, ну-ка, ну-ка. Че там в подвале-то таится? Ну-ка, давайте посмотрим-ка, зайдем. Так, нет никого. Тишина и темнота. Объект номер 1 осмотрен. Двигаемся дальше. Так, ну здание довольно большое. Походит то ли на гараж, то ли на какое-то здание промышленного назначения. Может быть, здесь какое-то производство было. Так, что тут у нас? Какие-то сосульки, но сейчас лето, то есть я не знаю, что-то химия какая-то там бежала или что. Да, ну вот в принципе и все. Здание не сильно большое, ничего в нем примечательного нет. Итак, объект номер 2 проверен. Теперь двигаемся к самому дальнему объекту номер 4. Так, интересный столб с маркировкой. Кто знает, что за столб? Так, где-то здесь уже подъезжаем. Где-то так, вот оно здание. Нифига разогнался. Вот трехэтажное здание, и нижний этаж наполовину утоплен в землю. Ну что ж, идем осматривать. Да, тоже тут разруха полная. Вот здесь был центральный вход, лестница была, сейчас лестницы нет, то есть попасть туда проблематично. Сейчас
посмотрим в окно. Да, большое помещение. Так, нашел спуск. Здесь какой-то лоток, наверное, продукты подавали туда. Сейчас спустимся. Так, что здесь у нас? Ну-ка, потихоньку идем. Ого, кресло стоит, как будто приглашает. Присядь, путник, я ни в чем не откажу. Так, стеллажи валяются. Так, ага, ну тишина, вроде никого нет. Ну, тут надписи «Уходи». Ой-ой, что за намеки? Так. Ой, ноги бы не проколоть. Угу. Это я. Кто тут рисовал-то, наверное? Подростки баловались. Да, интересно. Ну что ж, вот местные ребятишки понаписали здесь надписи разные, да? Вот если бы я пришел сюда первый раз ночью и бродил, было бы жутко. Уходи, уходи, ты не уйдешь, да. Ну здесь тишина, спокойствие, по крайней мере днем, начался дождь. Вот, не знаю, что будет ночью, но посмотрим, что-нибудь, да, сделаем. Вот еще надпись. Просто надпись «Вали». Да. Так, вышли на крышу. Здесь крыши нет, либо сгорела, либо была демонтирована. Вот какие-то обломки валяются здесь. Аккуратно надо ходить. Вот теперь понятно, кто надпись тут рисует. Илюха плюс Соня. Понятно, Илюха ходил здесь, бродил и писал. Молодец. Ну что ж, все осмотрел. Так, спускаюсь обратно к машине. Итак, объект номер 4 осмотрен. Сейчас двигаемся к объекту номер 3. И судя по карте, у него самая интересная и большая конфигурация здания. Так, что тут за свороток? Какое-то вон здание. Ну-ка сейчас заеду, гляну. Так, а там что такое? Ого-го-го, это что, крест? Да, офигеть, нашел. Крест стоит. Что тут крест стоит? Могила, что ли? Так, а тут что? Короче, это родник. Труба сделана, родник бежит. И стоит крест. По-любому место освещено. То есть, получается, здесь вот святая вода бежит. Да, интересно, интересно. Ну что ж, был обнаружен родник с крестом. Ну а сейчас продолжим путь к объекту номер 3. Очень длинное здание. Стекол нет, дверей нет. Вот широкие проемы, сюда можно спокойно зайти. Это не как на объекте номер 4, где через подвал я проникал. Вот, нашел мишени. Значит, сюда приезжают люди, тут тренируются в стрельбе. Да.
Нашел гильзы. Если кто-то разбирается, скажите, от какого они оружия. Так, ладно, будем сейчас заходить в здание. Главное, чтобы на голову ничего не упало. Какая-нибудь железяка оторвется. О, пустые глазницы окон. Да, наверное, наверху он там телескоп стоял. Так, заходим потихоньку. Так, жилое крыло, здесь люди жили. Все очень сильно разрушено. Ужасы можно снимать. Так, здесь какой-то люк в полу. Там под полом получается какой-то тоннельчик. Наверняка трубы шли. Может быть, от туалетов или от раковин. Коммуникации, короче. Так, двигаемся дальше. Да, большое помещение. О. Ну, судя по рисункам, наверное, здесь была столовая. Не знаю, может актовый зал какой-то. Так, сейчас смотрим рисунок и пойдем дальше. Так, что тут у нас? Ну-ка, ну-ка. Ого-го, ничего себе. Так, тут у нас что? О, бассейн. Так, ну наверняка здесь может сауна была или баня. Бассейн, может парилка. Так, сейчас пройдусь немножко по двору снаружи. Нашел подвальное какое-то помещение. Сейчас не пойду, фонарика нет с собой. Нахожусь во дворе. Тут вещи набросаны. Лицо здания. Так, ну ладно, тут внутрь не полезу, узковато. Там места мало. Так, нашел здесь вход в подвал. Ну ладно, наверное, сейчас спущусь с подвала, смотрю. Там потихонечку надо идти. Вот тут, что там у нас? Так, комната. Тут подвал получается во все здание. Сейчас сюда заглянем. Ё-моё! Да что ж такое-то? Чё вы тут пишете хрень всякую? Это сатанисты. Так, сейчас здесь еще где-то дверь была, вон она. Сейчас туда загляну. Ого, ничего тут. Большое помещение. Сейчас дальнюю комнату осмотрю. Так, что тут у нас? Оп, никого нету.
Так, что-то шуршит там. Ну-ка, вентиляцию гляну. Так, ну вот следы жизнедеятельности. Смотрю сквозь решетку. А сейчас бы раз, и солнце резко село, и ночь наступила. Это был бы номер, да. В подвале самое опасное, что когда ходишь ты в тупике, ты понимаешь, что выход только один. Если кто-то сейчас зайдет, не знаю, что-то, существо какое-нибудь паранормальное или медведь, выбраться некуда будет. И когда с подвала выходишь... Так, что там? С подвала выходишь, когда одна мысль, что вот здесь на лестнице никого не было. Потому что это единственный выход. О, нифига себе. Так, надписи. Илюха писал, наверное. Нашел распределительную шляпу Хогвартса. Объект номер 3 исследован. Ну что ж, первичный дневной осмотр всех зданий завершен. Проанализировав местоположение зданий, я предположил, что этот парень Алексей был либо в здании номер 3, либо в здании номер 4. Так как ночью времени не очень много, то я буду проверять эти два здания и действовать буду по следующей схеме. Сначала я поставлю там камеры и проведу запись без присутствия человека. Камеры поставлю и уйду, и посмотрю, появится ли паранормальная активность без присутствия человека. Затем часа, наверное, 2 пройдет, я соберу все камеры и поочередно зайду сначала в одно здание, потом в другое. Поброжу там некоторое время и буду отслеживать, появится ли паранормальная активность в присутствии человека. Если активность появится, то мне нужно будет очень быстро покинуть это место, потому что там находиться достаточно опасно. Как рассказывал очевидец Алексей, сначала он бродил, все было хорошо, а потом ему стало плохо. Поэтому у меня есть некоторое время, и если я вдруг замечу что-то необычное, то мне, соответственно, нужно будет очень быстро оттуда уходить. Наступила ночь. Еду устанавливать камеры в обоих зданиях. Очень жутко на самом деле. Ночной лес, кругом ни души. Но я опасаюсь другого. В этом городе у меня нет ни друзей, ни знакомых. И если что-нибудь случится, то помочь будет некому. Паша 3 сутки на связь не выходит. Я попробовал найти здесь общих знакомых через своих друзей, но не получилось. Поэтому я здесь абсолютно один, на свой страх и риск. Я, конечно, парень смелый, но как-то очень тревожно. Ладно, буду максимально осторожен.
Камеры я поставил, сейчас поеду к озеру, посмотрю, как оно выглядит ночью. Вот так это место выглядит в темноте. На самом деле очень жутко. Даже с фонарями очень плохо видно. От воды поднимается пар. И если будет помутнение рассудка и сюда ночью в темноте прийти и упасть в воду, то это однозначно конец. Так, а сейчас я съезжу к роднику. Есть у меня насчет него одна интересная мысль. Родник очень интересный. Здесь стоит крест, наверняка его осветили. И получается, что здесь святая вода. И мне кажется, что люди, которые это сделали, кое-что знают об этом месте. Потому что человек, Алексей, который бежал, он бежал смывать с себя некую какую-то грязь, как ему казалось. Поэтому если бежать не к озеру, а бежать сюда, то можно вот этой святой водой спасти себе жизнь. То есть эта святая вода, она тебе точно поможет. И я вот что думаю, когда я буду бродить здесь по зданию ночью, то если вдруг что-то случится, я потеряю рассудок и буду там, бросив все камеры, куда-то бежать, мне нужно двигаться вот прямо сюда. Здесь находится спасение, в этой святой воде. Ну что ж, камеру установил, запись идет, а сам я сейчас отъеду подальше и буду находиться возле административного здания. Прошло 2 часа, я еду в дальнее трехэтажное здание, сейчас соберу там камеры и пройдусь по всему зданию в темноте. Так, камеры забрал, на всех сели аккумуляторы, все, смотреть не буду, времени нет. Сейчас буду заходить в здание тем же путем, через подвал. Так, что тут? Так, ага. О, нифига напряженно-то как ночью, а. Так, ладно. Сейчас осмотримся. Так, никого. Так, а здесь... Я днем не ходил в эту сторону. Сейчас схожу, посмотрю. Так, что тут у нас? Фига, как напряженно-то адреналин фигачит. Так, ладно. Так, что тут у нас?
В этой большой комнате камера стояла вон там. Здесь выход. Так, ладно. Пройдусь маленько здесь. Да. Не знаю, камера записала что-нибудь здесь или нет. Вообще, блин, так напряженно. Окна прям вот, поверхность. С окна может кто-нибудь залезть. Так, ладно. Идем на первый этаж. Так, надо оглядываться. То ладно. Сущности какие-нибудь, паранормальщина. Медведь придет. Тишина вроде. О, так. Ну, вот эти надписи сейчас актуальны как никогда. Так, что, вот здесь тоже камера стояла. Фу, блин, чё ж так напряженно-то? Так, пойду посмотрю. Тут машина у меня стоит. Блин, лес шуршит, какие-то хрусты. Так, что тут у нас? В кресле никто не сидит. Нет, и кресло на месте, нормально все. Может, за углом. Так, никого. Так, потихонечку идем. Так. Блин, ладно, идем на второй этаж. Все время кажется, что кто-то шуршит где-то рядом. Тихо. Так. Так, никого. Фу, ё-моё, так, второй этаж. Беги, нет, пока рано бежать. Да. Вали. Грустное лицо нарисовано. Так, что тут у нас? Да, тут стекла целые. Ладно, пойдем, сходим на крышу. Блин, тут стекла, если упадешь, порежешься весь. Тихо. Так, идем наверх. Главное не упасть. Чё тут у нас? Ну все, крыша, тупиковое место, отсюда выхода нет. Да, 2,5 этажа. Луна светит. Да, вот здесь камера стояла. Так, что там внизу? Никто не бродит. Машина стоит. Там вроде никого. Ладно, буду потихоньку спускаться. Так. Вообще напряжен, адреналин фигачит прям. Вообще такое чувство, что что-то, кто-то рядом есть. Фу, ладно. Так, что тут у нас? О, все. Так, я в подвале сейчас. Выйду через подвальный выход. Так. Тихо. Так, на улице нахожусь, можно сказать.
главное, медведь не пришел. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, все, вышел на улицу. Вот здание стоит. Так, ладно, к машине надо идти. Фу, вообще напряженно. Фу. Ой, ё-моё. Все, пришел к машине. Да, блин, вообще не думал, что будет так сложно. Вот это здание. Ладно, поеду дальше. Надо там камеры забирать. О-о-о. Так, подъезжаю к месту. Ну, в целом вроде тихо, да, только лес шумит. О, так, надо идти. Да, главное, чтобы там ничего на голову не упало, никто из кустов бы не вылез тут. Так. Ага. Что там? Гляделись, никого. Так, главное в яму не упасть. Ну или чтоб оттуда никто не вылез. Так. Пойду в это крыло. Фу. А ведь тут, да, люди жили когда-то. Нормально все было у них. Так, что там у нас? Сейчас за окном надо посмотреть. Блин. Так. И вроде тихо, и в то же время кажется, что кто-то есть. Кто-то за стенкой ходит, бродит прямо вокруг. О, главное, чтоб не медведь. Так, что тут у нас? Ага, ладно. Короче, потихоньку хожу, всматриваюсь. Да, человеческое присутствие может разбудить паранормальную активность. Так, тут что у нас? О. Что-то шебуршится, потолок, наверное, шуршит. Где-то ветер дует, шатает что-то. Блин, или ходит кто-то. Ну-ка, что там у нас? Да, вроде тишина. Так, ладно, пойдем потихонечку, пойдем. Так, что у нас здесь? Так, переход. Уху-ху. Так, значит, что, я пришел, почти до бассейна дошел. Что тут разбито? Тихо. Блин, кажется, что шуршит, кто-то ходит. Так. Блин, бассейн, да, главное туда не упасть, а то фиг выберешься. Так-то глубокий бассейн. Так, что там у нас? Да никого нету. Так. Так,
Так, ну что, идем сюда. Здесь у нас, что у нас здесь? Еще одно крыло. Так. Подвал. Так. Ладно, так. Вроде тишина. Заходить или нет? О, так надо посмотреть, что там. Вообще подвал — это ловушка. Тут выход только один, и он за спиной у меня. Чё? Что-то поскрипывает, ё-моё. Так идти или нет туда? Хо-хо-хо-хо-хо, нифига себе. Ладно, пойду посмотрю. Так, потихонечку так загляну за угол, что там. Да, вроде никого. Ладно, гляну эту комнату еще. Что там, ой-ой-ой, так. Какие-то звуки. Так, что-то звуки какие-то. Ну-ка сюда, здесь тоже вот вентиляция сейчас. С улицы или нет? Тихо. Так, надо с подвала выходить. Ё-моё, что-то какие-то звуки появились. О, нифига себе, ноги не идут. Так. Сейчас потихонечку надо идти. Тихо. Да. Вроде никого. Так, идем потихонечку, идем. Блин, нифига себе. Тихо. Охренеть. Так, давай, так. Ё-моё. Тихо. Так, что-то отсюда, что ли? Блин, так, машина у меня где? С какой стороны? С другой стороны. Так. Тихо. Так. Так, бежим. Тихо. Так. О, нифига себе. Так, никого не видать, нет. Не, блин, туда не надо выходить. Так, что там? Где-то сзади. Или впереди. Блин. Блин, нифига себе. Так. Нету.
Ну что ж, появилась паранормальная активность, и мне пришлось очень быстро покинуть это место. Оно еще не стало воздействовать на меня, но я уже начал чувствовать, что сознание плывет. Когда я вернулся домой и посмотрел камеры, то я обнаружил кое-что странное. Получается, что это паранормальное нечто либо находится в этом здании, либо возникает именно там, не в других зданиях, а именно в этом корпусе. И еще, я думаю, если осушить озеро, то можно обнаружить некоторые трагические находки. Вполне возможно, в этом озере находятся еще жертвы этого паранормального свиста. Ну что ж, расследование приостановлено. Доступа в этот закрытый город у меня сейчас нет. А теперь давайте еще раз посмотрим записи с камер, которые стояли именно в этом здании.